Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры YouTube канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Последние полгода из Китая приходят достаточно удивительные новости, которые шокируют частных инвесторов по всему миру. Речь идет о беспрецедентной по масштабам войне, которую объявили китайские власти в отношении крупнейших частных интернет-гигантов, цифровых корпораций. Понятно, что речь идет об Алибабе, но кроме Алибабы в эту гигантскую войну теперь уже вовлечены совсем недавно компания Meituan, против нее также начато расследование о нарушении антимонопольного законодательства. Высший менеджмент, топ-менеджмент компании Tencent испытывает на себе определенное давление, а также совершенно без причин ушел со своего поста основатель компании Pinduoduo и занялся частным исследовательским фондом. Тоже совершенно необъяснимое явление, которое началось в конце 2020-го, начале 2021 года. И, в принципе, недоумение вызывает именно тот факт, что все эти компании многие-многие годы существовали абсолютно в комфортной среде. То, как они существовали, ни у кого не вызывало никаких претензий, никто не видел нарушения монополии, антимонопольного законодательства. И вдруг, как гром среди ясного неба, начало вот таких вот расследований. При этом всем было понятно, что та же Alibaba — это реально цифровой гигант, монополист на своем рынке. То есть даже сейчас, после многих-многих лет конкуренции с JD.com, Alibaba занимает 57% всех онлайн-продаж этого рынка, то есть реально контролирует его, но ни у кого не возникало претензий в отношении Джека Ма, и они появились именно сейчас. С чем это связано? То есть нет у рынка, у экспертов и наблюдателей никаких реальных причин, кроме таких достаточно аморфных, абстрактных, что опять кровавый режим зажимает частный бизнес и так далее и тому подобное. То есть конкретики никакой нет, почему китайские власти взялись, причем системно, масштабно, методично, за весь этот корпус компаний. Ответ на самом деле лежит в политике. Китай готовится к 20-му съезду, который пройдет в октябре-ноябре следующего года. Это ключевое историческое событие, которое определит дальнейшую жизнь Китая на многие-многие годы вперед. Почему? Потому что на 20-м съезде будет решаться, будет ли Си Цзиньпин и его группа находиться у власти еще многие годы, выйдет ли она на третий срок вместе с Си Цзиньпином, либо власть возьмут политические конкуренты, сторонники проамериканских групп, которые, собственно говоря, и представлены вот этим частным капиталом в Китае. И речь идет о том, что группа Си Цзиньпина начинает активно процесс перераспределения контроля над этими потоками, над монополиями в цифровой сфере, которые влияют на всех на нас. Мы понимаем, что количество бизнесов, которые завязаны на Алибабу, они сопоставимы с количеством членов коммунистической партии. Так вот, сейчас идет речь о том, что идет реальное перераспределение властных полномочий, контроля над этими цифровыми компаниями, и по мере приближения к 20-му съезду эта борьба будет усиливаться. Поскольку информации об этом практически не существует в открытом доступе, и это порождает массу спекуляций, которые очень больно бьют по частным инвесторам. В частности, рассказывается про национализацию возможную Алибабы, даже арест основателя Алибабы и так далее. И насколько это реальная информация или это слухи, вот будем сегодня разбираться более подробно. Является ли Alibaba вообще китайской компанией, что это за компания, и если вы частный инвестор, стоит ли вам избавляться от акций Alibaba, или, может быть, они будут расти, при каких условиях, что будет влиять на Alibaba, какой будет прогноз по стоимости акций, как распределить свой портфель. Вот мы будем сегодня с вами по этому поводу разбираться и попытаемся со всех сторон посмотреть на эту компанию. Но перед этим хочу вас всех пригласить посмотреть мой ролик на канале Метаметрика. Мы записали с Михаилом Делягиным полуторачасовую беседу, очень интересно по самым разным вопросам. Переходите по ссылке, надеюсь, вам очень понравится.
Вопрос за 300 для знатоков. Связь между Крымским мостом и Тайваньским туннелем. Несколько лет работы в госорганах мне дал полное отчетливое понимание, что люди вообще не осознают, что такое Китай. Очень интересно про китайских политиков. Я прочитал полный сборник речей товарища Си Цзиньпинь. Вывезут лес. Вывезу обязательно вывезу лес. Китай задолжал самому себе. Михаил Геннадьевич сейчас подробно расскажет, чем отличается американское печатание долларов от китайского печатания долларов. Просто забрать Почки, забрать печень, селезочку. лапы обязательно. Чувствую себя медвежонком. Глубоко, Михаил Геннадьевич. Чтобы наши зрители правильно понимали, комсомольцы в китайском смысле слова это либералы. Это западники либералы, это Чубайс. Это Чубайс и Березовский. Да. А цветная революция невозможна без поддержки сверху. Да? Все-таки это китайцы. Да. И вы никогда не будете китайцем. Вы можете постараться быть китайцем. С теми скоростями, которые Китай этого хочет, нам будет тяжело сделать. Вообще китайцы очень любят копать. Очень любят копать, Михаил Геннадьевич не даст соврать. Это нарушение мироздания, потому что все в руке Аллаха. Возвращаясь к перераспределению активов в китайском государстве, конечно же, первостепенную роль в определении будущего компании вовсе не играют, хотя они тоже играют, конкурентные преимущества, сервисы компании, их макроэкономические показатели, но в первую очередь, конечно же, если мы говорим в первую очередь о монополиях, Alibaba, это, повторюсь, цифровая монополия на определенный вид услуг, в первую очередь играет роль отношения этой компании к властным группировкам, которые находятся сейчас у власти. И именно поэтому вот книжка «Китайская власть», она парадоксально начинается с изучения китайской экономики, потому что китайская власть, правящая группировка на данный момент, на том или ином этапе определяет, кто будет стоять у потока. И очевидно, что нынешняя группировка, которая пришла к власти в 2012-2013 году, абсолютно не связана с Alibaba и, мягко говоря, не будет способствовать его развитию этой компании. И по мере ухудшения американо-китайских отношений Alibaba и ее деятельность хозяйственная, она будет подвергаться определенным рискам. Но задача стоит в том, чтобы вычислить, какой объем этих рисков и что за компания Alibaba. Ну, во-первых, чтобы это было не было бы сухим таким экономическим анализом, надо сказать вообще, что за компания Alibaba, и вообще ответить на вопрос, является ли компания китайской. Вот это очень странный, парадоксальный вопрос. Мы знаем, что основатель компании Джек Ма, учитель английского языка, лауреат многих-многих конкурсов, прекрасно владеет английским языком. И мы всегда думаем, что Alibaba — это китайская компания, символ такого китайского цифрового капитализма, но на самом деле это вовсе не так. Сразу же, через полгода после основания Alibaba, она была основана в середине 1999 года, в 2000 году, сразу же, буквально полгода не прошло, туда вкладывают деньги крупнейший японский банк SoftBank, а впоследствии компанию 43% ее акций покупает американский поисковик Yahoo. Среди крупнейших собственников Alibaba, в первую очередь Yahoo, американские, 25% владеет японский крупнейший банк SoftBank, близкий знакомый Джека Ма, господин Цай, тайванец с канадским паспортом, широко известный в узких кругах компании Vanguard Group и, соответственно, BlackRock. Тоже, наверное, вы наслышаны об этих компаниях. То есть большая часть, подавляющая часть акций Alibaba находится в руках Соединенных Штатов, Тайваня и Японии. То есть, и, естественно, из такой структуры собственности вытекает очевидное отношение нынешней проармейской суверенной группировки Си Цзиньпина, ориентированной на собственное развитие Китая, в отношении вот этой вот американо-тайваньской японской корпорации. И, конечно же, мы понимаем, что в этом свете совершенно по-другому сущностно выглядит Alibaba. Alibaba – это зарубежная корпорация, которая использует некие политические рычаги влияния в Китае для того, чтобы получать гигантскую прибыль на китайском рынке, используя китайских потребителей, используя слабое присутствие государства и перераспределять эту прибыль в центр мирового глобальных денег, то есть Соединенные Штаты.
Ну и не удивительно, что этот гигантский американо-японо-тайваньский проект, он получил максимальный выхлоп именно на американском рынке. И капитализация Алибабы сейчас достигает порядка 600 миллиардов, но на пике достигала 800 миллиардов долларов. Очевидно, что все это было сделано в интересах именно западного капитала или его восточноазиатской части. Тем не менее, мы должны понимать, что за время комсомольского правления либеральных сил Ху Цзиньтао и частично Цзян Зиминя Алибаба смогла встать на ноги, и не просто встать на ноги, а она сущностным образом отличается от всех наших, например, так называемых госкорпораций. Отличается очень сильно и от Сбера, и от Яндекса, и от других компаний тем, что Алибаба создала государство в государстве. То есть Алибаба – это целый ряд сервисов, которые полностью замкнуты на себе. Алибаба включает, можно сказать, что и наш Wildberries и Озон, наша Авито, Яндекс.Такси, прочие сервисы, которые полностью образуют замкнутую экосистему, которая дублирует вообще общественную жизнь и государственную жизнь. И именно поэтому корпорация Ant Group, финансовый инструмент Алибабы, создал систему социального кредита, который дает баллы как клиентам, так и зарегистрированным участникам сети. То есть цифровой рейтинг, цифровой контроль – это то, что пыталась реализовать Алибаба на своей площадке и, в принципе, могла бы это успешно сделать, потому что именно цифровой рейтинг уже принимался определенными структурами как рекомендательный в принятии тех или иных решений. То есть Алибаба де-факто стала подменять собой государство. И в этом ее коренное отличие от того же Яндекса и от того же Сбера и так далее. Ни одна из цифровых корпораций России не может сравниться и даже Соединенных Штатов с Алибабой по объемам ее влияния. И именно здесь надо понимать, что, учитывая то, что, во-первых, Алибаба – это гигантский механизм, количество зарегистрированных пользователей там порядка, сопоставимо с количеством членов коммунистической партии, порядка 100 миллионов человек. Понимаем, что это замкнутая экосистема, и на это накладываются также политические амбиции Джека Ма, основателя корпорации. На пике своего могущества корпорация в 2015 году Джек Ма встречался на саммите G20 в Ханчжоу с президентами стран, вхож в Белый дом, является приятелем Барака Обамы, президента США от Демократической партии, имеет очень тесные связи с Демократической партией США. Очевидно, что имея такой политический бэкграунд, такую массу сторонников, являясь символом определенного частного бизнеса, успеха, частного сектора, который не связан с госсектором, не связан с Компартией и так далее, и имея такую мощную экосистему, Алибаба представляет сам по себе определенного конкурента действующей модели власти, которая может быть использована в тех или иных политических событиях Китая, которая крайне политическая борьба при условии политической борьбы крайне обострена, конечно, это могло бы кончиться крайне негативно для существующего политического строя, который существует в Китайской Народной Республике. К слову говоря, очень подробно какие-то моменты описаны в книге «Китайская власть», и в частности, как Алибаба была связана с определенными политическими событиями, как власть начала давить на Алибабу уже начиная с 2015 года. Для всех читателей Южного Китая, портала, всем было достаточно известно, что есть определенная конфронтация, но для наблюдателей извне казалось, что Алибаба и китайская власть, китайский режим, китайская система при Си Цзиньпине – это одно неразделимое явление. Абсолютно неверно, это абсолютно не так. Алибаба – это конкурентный существующей ныне военно-политической группе, которая находится у власти. И именно с этим связано на нее максимальное давление, которое оказывает власть. Тем не менее, существует очень много слухов вокруг будущего Алибабы, которые распространяют ее разные конкуренты. Не обязательно конкуренты со стороны проармейской группы, есть и другие конкуренты. В частности, в печати, в оппозиционной прессе распространялось мнение, что Алибабу будут чуть ли не национализировать. Это просто невозможно.
механизма национализации или возврата собственности в государство, кроме как через банкротство, в Китае не существует. Но Alibaba очень далека от банкротства, и власти потребуется очень много-много лет, чтобы до банкротства Alibaba довести. И, скорее всего, такого состояния не будет. Поэтому слухи о национализации, смерти компании тоже не имеют под собой основания. Тем более, что понимая то, что за Alibaba стоят крупные политические группировки, трудно предположить, что она полностью уйдет со сцены в ближайшие 5, 10, 15 лет. Но, тем не менее, определенная коррекция будет. Прежде всего, если мы рассуждаем о непосредственно будущем Alibaba, будет ли она развиваться, будет ли стоимость акций падать, конечно, стоит, во-первых, прежде всего учесть фундаментальные факторы развития рынка в Китае. В первую очередь, в Китае до сих пор существует огромный задел, огромные перспективы для монетизации, цифровизации услуг. То есть, даже несмотря на то, что Китай уже в значительной степени цифровизирован, глубина проникновения интернета очень большая и так далее, и другие факторы, тем не менее, расширение онлайн-продаж будет продолжаться. До сих пор, даже после пандемии, и особенно после пандемии, количество онлайн-продаж возросло. То есть, если, например, по итогу 2020 года продажи в офлайн выросли всего на 3%, то продажи розницы онлайн выросли на 10%. То есть, очевидно, что при нынешнем сохранении статус-кво Alibaba как минимум будет увеличивать свои продажи на 10%, то есть на медианный уровень роста в целом онлайн-продаж. При этом важно понимать, что в целом объем розничных продаж в Китае составляет порядка 6 триллионов долларов, то есть колоссальная величина. И онлайн-продажи на данный момент, они, внимание, составляют всего лишь около 2 триллионов долларов. То есть это всего лишь треть от существующих продаж. То есть для полного занятия рынка офлайн-продаж, отвоевывания онлайн-продажами офлайн-продаж, вытеснения офлайн-продаж, еще очень-очень много пространства. Порядка 2/3 пространства еще не занято. То есть этот рост будет продолжаться, рост Alibaba будет продолжаться. И, скорее всего, зная компромиссность китайцев, можно сделать вывод, что Alibaba никуда не исчезнет. И Alibaba будет дальше развиваться. Но другой вопрос, с какой скоростью она будет развиваться в случае ее торможения, сознательного торможения властями. Мы знаем, что Джек Ма не только пропадал на 2 месяца, ходили слухи о возможном остановке котировок акций Alibaba. Сейчас власти предъявили большой штраф на 3 миллиарда долларов в отношении Alibaba. Мы знаем, что это все беспрецедентное явление. Также мы знаем, что вот этот уже упомянутый финансовый инструмент Ant Group, который не был допущен к IPO, Центральный банк предъявил к нему требование обеспечить резервами 30% своих кредитов, которые они выдавали. То есть это все-таки очень сложные требования. Тем не менее, это все по характеру этих действий властей очевидно, что речь не идет о том, что власти имеют стратегию уничтожить Alibaba. Власти имеют стратегию сдержать развитие Alibaba, что в принципе говорит нам о том, что цены будут охлаждаться. Бурного роста такого Alibaba, как раньше, не будет, но тем не менее он будет. И он будет находиться на медианном уровне порядка 10%. А в случае, например, каких-то фантастических событий, что либеральная группировка может прийти к власти, этот рост снова возобновится с удвоенной силой. Самое интересное здесь момент по поводу роста Alibaba, это то, что, скажем так, ограничивать этот рост начали, когда Alibaba достигла своих максимумов после пандемии, когда капитализация на Нью-Йоркской фондовой бирже достигла объемов выше 837 миллиардов долларов. И, конечно, китайские власти сразу после этого начали масштабные ограничения. Ограничение было связано с тем, что этот финансовый инструмент Ant Group, он использовал практически необеспеченные кредиты, использовал обеспечение других банков и, по сути дела, создавал такую близкую к финансовой пирамиде модель, которая, конечно, очень привлекательна для инвесторов в краткосрочной перспективе. Но Центральный банк, регуляторы пошли на ограничение этого явления, и мы видим то, что мы сейчас имеем. Произошла определенная коррекция до 600 миллиардов долларов капитализации Alibaba. То есть акции упали примерно на 20%. И здесь нужно, конечно, учитывать, что это не первое падение акций Alibaba. Уже ранее Alibaba падала, когда она только начала листинг в 2014 году на Нью-Йоркской фондовой бирже.
она упала во время падения общего фондового рынка в Китае и упала на 25%. То есть, при этом очень важно понимать, что фондовый рынок тогда в Китае сократился наполовину, а акции Alibaba упали всего на 25%. То есть, даже в случае серьезного падения рынка, все равно перспективная и перспективная цифровая компания, мощный тренд на цифровизацию торговли, на онлайн и бесконтактную торговлю, очевидно, он есть, и он колоссальный. Опять же, еще раз повторюсь, что еще порядка 4 триллионов долларов онлайн-торговля может отвоевать от офлайн-торговли. Мы понимаем, что в ближайшее поколение, на 20 точно лет, 25, офлайн-торговля будет полностью вытеснена почти до процентов в отношении онлайн-торговли. То есть онлайн-торговля будет полностью занимать все типы всю розничную торговлю. И здесь, конечно, Alibaba будет расти, ее цена будет расти. При этом, когда даже будет коррекция рынка Alibaba, коррекция рынка будет влиять на коррекцию Alibaba только наполовину. То есть это очень сильный фактор, который влияет на все равно общее настроение инвесторов. Важный момент, который тоже пугает наших инвесторов, и американских, и наших инвесторов в отношении акций Alibaba, которые торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка, это возможный делистинг Alibaba. Это почти нереально в данный момент, и я объясню почему. Ну, во-первых, напомню историю вопроса. При Трампе вышел определенный законодательный акт, который позволял Трампу ограничивать действия китайских инвестиций тех компаний, которые связаны с Народно-освободительной армией Китая. То есть работают, которые связаны с военной машиной Китая, противостоящей военной машине Соединенных Штатов. И делистингу уже подверглись 3 китайские компании телекоммуникационные. Это China Unicom, China Telecom и China Mobile. То есть 3 вот этих гиганта, крупнейших компаний в Китае, они ушли с Нью-Йоркской фондовой биржи. И, соответственно, часть перебазировалась в Шанхайскую фондовую биржу. Ну, это вообще отдельный интересный вопрос. Также угроза делистинга существует в отношении всех крупнейших нефтяных корпораций Китая. А вот в отношении Alibaba такой угрозы делистинга не существует при демократическом президенте Байдене, именно учитывая связь демократов в США и, соответственно, их интересов в Китайской Народной Республике. Alibaba останется, и если она и будет делистинговаться, то будет делистинговаться последней. Некие угрозы влияния на положение Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже может явить 2024 год, если к власти придет республиканцы. Да, республиканцы могут по-иному посмотреть на Alibaba, по-иному посмотреть на присутствие китайского капитала, более радикально отнестись к нему, даже невзирая на лица, что это капитал абсолютно проамериканский. Но, тем не менее, в любом случае, даже при приходе к власти республиканцев, угроза делистинга для Alibaba, еще раз повторюсь, минимальная. Очень важный момент, который определяет стоимость Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже, это то, что непосредственно хозяйственная деятельность на территории Китайской Народной Республики, компания Alibaba, она не совсем напрямую связана с стоимостью акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. То есть, этот показатель, конечно, коррелирует, но не напрямую. То есть, мы видим, что после штрафов 3 миллиарда, почти 3 миллиарда долларов, акции совершенно никак не подверглись коррекции. Сейчас мы на днях ожидаем отчета о прибыли Alibaba. Очевидно, это будет хороший отчет с хорошей прибылью. И, естественно, акции будут продолжать расти. Очевидно, что, конечно, здесь существует несколько рыночных факторов, которые влияют на цену Alibaba, и нерыночных факторов. Ну вот, если мы о рыночных факторах говорим, то, конечно, это в первую очередь непосредственно сам обвал американского фондового рынка. Мы знаем, что он сейчас достаточно мощной накачке подвергнут, но он растет за счет новых и новых вливаний со стороны государства. То есть было 2 транша, 2 триллиона и 3 триллиона долларов. Если сейчас Байден не придумает новую причину создать новый транш, первая причина это был ковид, вторая причина зеленая экономика и другие причины. Если вот 3-го транша осенью не будет, то возможность коррекции, риски коррекции в сторону падения, они, конечно, максимально возрастут. И это очевидно, что это рыночный механизм, который влияет на
стоимость Alibaba, и здесь какие-то риски в 3-4 квартале могут появиться. Другой рыночный риск, если мы будем смотреть просто на стоимость цен акций Alibaba, это торговые войны. То есть мы помним, что в сентябре 2017 года, когда Трамп объявил о максимальных пошлинах в отношении китайских товаров, которые торгуются на 200 миллиардов долларов, конечно, это создало панические настроения среди инвесторов, то есть это люди почувствовали реальные возможности декаплинга, то есть разрыва между китайской и американской экономикой, конечно, они стали выходить из Alibaba, но это, можно сказать, что это опосредованное рыночное влияние, это чисто психологический фактор. Действительно, акции Alibaba очень сильно скорректировались с 500 до 365 долларов в сентябре 2018 года, но потом в течение года восстановились. То есть мы можем понимать, что здесь, в принципе, такие вот мощные факторы, они воздействуют тоже не фундаментально, а, скорее всего, в течение короткого срока стоимость акций все равно будет восстанавливаться. Здесь у нас появляется понимание, что, в принципе, стоимость Alibaba, ее акции, это психологическая функция во многом от, во-первых, успехов Alibaba на китайском рынке. Да, они несомненно, их очень сложно переиграть назад, даже если и будут они переигрываться, то они будут переигрываться в течение очень длительного периода, 5, 10, 15 лет и так далее. И акции на это не будут сильно влиять, вот эти вот телодвижения китайских властей. Если, конечно, это не будет арест Alibaba, Джека Ма и так далее, что тоже, скорее всего, исключено, судя по его позиции, которую он начал занимать. Вот сейчас он пытается себя изобразить поп-звезду, уйти в какую-то общественную деятельность и так далее. Человек явно уходит от конфронтации с властями, вряд ли будет арестован. То есть это тоже не повлияет. И, конечно, психологический фактор номер 2. Первый – это успехи Alibaba на китайском рынке. Второй психологический фактор – это связанность китайско-американских экономик, возможность реинкарнации, воскрешения китайско-американского проекта или, скажем так, создания единой экономической системы. Вера в это, соответственно, стимулирует инвесторов покупать акции Alibaba, и любые, соответственно, сущностные изменения в китайско-американских отношениях, они будут влиять на настроение инвесторов. И вот тут мы переходим к нерыночным, скажем, не условно рыночным факторам, а не рыночным рискам для Alibaba. Значит, очень интересный момент заключается в том, что именно операция в Тайваньском проливе, возможная война Китая в Тайваньском проливе, в первую очередь повлияет на желание японских инвесторов оставаться в капитале Alibaba. Почему японских? Потому что на Японию делается основная ставка как ударной силы против Китая. И естественно, что тайваньская операция – это прежде всего разрыв китайской и японской экономики. И естественно, что в результате этой операции, скорее всего, крупнейший инвестор SoftBank захочет выйти из капитала Alibaba, похоронив эту идею как перспективную на ближайшее время. То есть очевидно, что конфронтация с Японией, она будет через Тайвань, она будет означать серьезное падение акций Alibaba, может быть, на 10, 15, 20, 25%. То есть такая вот коррекция, она возможна в случае начала тайваньской операции. Подтверждением моих слов также является то, что в период падения фондового рынка Китая, кстати, о нем я не упомянул в качестве рыночного фактора, это тоже является рыночным фактором падения фондового рынка Китая, тоже вносит коррекцию в стоимость Alibaba. Она была в 2015 году, как раз в августе-сентябре, акции упали с 200 до 147 долларов США, то есть на, соответственно, 25%. Такая же коррекция одновременно с этим, она совпала, эти два фактора, падение фондового рынка и начало масштабной антияпонской кампании в Китае. То есть вот такая же антияпонская кампания в Китае начнется вместе с тайваньской операцией, если она начнется. И как раз эта антияпонская кампания, она тоже вместе с падением фондового рынка, она сожрала вот эти 25% стоимости. То есть, в первую очередь, в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе, Япония, в первую очередь, будет уходить Япония как крупный институциональный инвестор из Alibaba, и это реальный не рыночный фактор. Соответственно, тем не менее, даже если коррекция цены произойдет, о которой я говорил,
и, например, Alibaba потеряет, скажем так, 25% от нынешней цены в результате геополитических изменений, все равно тренд на ее рост, тренд на рост цифровых услуг, он повлияет на восстановление этой цены через 5 лет. То есть все равно Alibaba является в каком-то смысле, хоть и медленно растущим, но огромной корпорацией, которая в принципе непотопляема, в которой могут меняться собственники, могут уходить руководители, одиозные и так далее, но сама Alibaba будет оставаться на плаву, и будет на плаву оставаться ее, соответственно, стоимость ее цен. Ну, и если мы смотрим какие-то реальные сценарии в отношении развития Alibaba, то существует, в принципе, два сценария. Один стандартный, в котором происходит, очевидно, то, что происходит уже сейчас, охлаждение скорости роста и присутствие на рынке Alibaba, сокращение в отношении JD.com, других игроков цифровых. И в таком случае цена Alibaba, соответственно, будет находиться в коридоре, который существует сейчас, и, возможно, вырастет в течение 5 лет до $350. То есть все равно вырастет, но в ограниченном масштабе. Ну и, конечно, есть радикальный второй негативный сценарий в случае обострения в Тайваньском проливе, начала войны, возвращения Тайваня, то, конечно, это произойдет значительная коррекция, может быть, до $200, но все равно стоимость акций потом все равно вернется через 5 лет на свои прежние позиции до $300, а может даже выше, потому что в целом тренд, который уже несколько раз упомянул, он существует. Ну и я уже многократно в своих интервью отмечал, что основным конкурентом Alibaba является JD.com. И хотя прямых доказательств связи между правящей группировкой и руководителем и основателем JD.com нету, но, тем не менее, в деле ограничения Alibaba власти сделали ставку на вот JD.com. Это очень видно было воочию с 2015 года, как сервис начал вытеснять Alibaba с северного, прежде всего, Китая, северных провинций, и занял какие-то позиции очень сильные в Пекине, в столице. Хотя видно, что и по объему инфраструктуры, и по качеству сервисов, конечно, компания уступает Alibaba, и очевидно, что не имеет такой гигантской экосистемы. Возможно, это и нравится властям. Ну и, соответственно, JD.com являлся всегда таким инструментом давления на Alibaba. Разные иски предъявлялись в отношении Alibaba со стороны JD.com и так далее. Ну и компания постоянно демонстрирует свою лояльность властям. Вот последняя новость, что зарплату JD.com будут выдавать цифровыми юанями. То есть явно, что частная компания демонстрирует своим покровителям некую лояльность. И в целом, как бы она достаточно более перспективная. Очевидно, что власти будут делать ставку на JD.com. И мы увидим перераспределение. Да, сейчас это 9% владеет Alibaba рынка, JD.com 17%. Ну и в перспективе 5-10 лет JD.com может дорасти до 30%. Но здесь, казалось бы, очевидно, бежать и вкладывать, покупать акции JD.com, но есть один подвох. А подвох заключается в том, что американские власти абсолютно не лояльно настроены и в частности непосредственно к руководителю JD.com. И в отношении него были даже очень крайне некрасивые уголовные дела были возбуждены в штате Миннесота. Очень сильно ударило по позициям самого предпринимателя. Он исчез из публичного поля на 2 месяца. Даже не появлялся на официальных собраниях. Он является членом Народно-политического консультативного совета, общественной палаты такой китайской, и является заместителем торгово-промышленной палаты Китая, один из руководителей, в принципе, аффилированный с властью человек, и даже там он не появлялся на этот срок. То есть власти США оказывают очень большое давление на компанию JD.com, и ожидать, что в условиях такого давления акции компании будут расти, это очень большой риск. Хотя акции все равно будут расти у компании JD.com, но, тем не менее, на американском рынке компании очень неустойчивое состояние, и, возможно, вот как раз JD.com может подвергнуться делистингу при демократах, при власти Байдена, особенно если он пойдет на второй срок. Но в целом, конечно, вот из всего вышесказанного по поводу своих портфелей частных инвесторов,
можно было бы дать такие следующие советы, что действительно в перспективе долгосрока очевидно, что Alibaba все равно вырастет, ее цена вырастет в течение 5 лет до $350 за акцию, скорее всего в этом коридоре будет держаться цена, несмотря на то, что власти оказывают беспрецедентное давление. Если, конечно, все тренды, которые есть сейчас, сохранятся и не произойдет, естественно, там, ядерной войны по причине начала войсковой операции на Тайване, что маловероятно. Акции JD.com тоже, конечно, вырастут, просто потому что будут расти ее финансовые показатели, и JD.com будет отжимать рынок у Alibaba. Возможно, они вырастут к $200 в перспективе 5 лет. А вот такой малозаметный игрок, как Pinduoduo, у него гораздо больше шансов. Он, как третья сила, выйдя из противостояния между провластной JD.com и проамериканской Alibaba, возможно, станет таким очень удачным вложением и, может быть, вырастет $200-250 в перспективе 5 лет, причем достаточно стабильно. И поэтому, вот, учитывая все это, конечно, хочется какую-то определенную коррективу внести в имеющиеся портфели из китайских акций, потому что я видел, что зачастую вот какие-то стандартные портфели предполагают огромную долю Alibaba. Ее, конечно, надо сокращать, и по-хорошему Alibaba не должно быть больше 35% от всех вот этих онлайн-сервисов торговли. Ее можно сбалансировать JD.com, то есть еще 30%, и оставшиеся 35% аналогично Alibaba можно было бы вложить в Pinduoduo. То есть вот такой вот, скажем так, приблизительный расклад, который должен быть в портфеле относительно именно этого сегмента рынка, он, мне кажется, наиболее стабильный и такой гарантированный в отношении китайских акций, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям, размещайте видео в соцсетях, рекомендуйте друзьям, оставляйте комментарии, что вы считаете важным, что было упущено, что вы думаете про перспективу Alibaba, какие компании вам интересны для анализа. Если хотите более глубокого анализа Alibaba, нового ролика, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотите еще один ролик про Alibaba. Вам интересно более детальное рассмотрение истории этой компании, я потрачу свое время на новый ролик. Спасибо большое.